Здравствуйте, уважаемые зрители канала Лада Ладная. Лечение анемии народными средствами. Напоминаю, что данное видео имеет информационный характер. Для лечения необходимо обратиться к врачу. Сегодня я, как обычно, поделюсь с вами полезной информацией. Если вы еще не подписаны, то самое время подписаться и включить колокольчик. Ссылка на статью в описании. Анемия, или как ее называют в народе малокровие, это состояние, характеризующееся снижением уровня гемоглобина или эритроцитов в крови. Большинство пациентов, узнав о своем диагнозе, задаются вопросом о том, как лечить анемию в домашних условиях. Именно об этом пойдет речь в статье. Свежевыжатые соки в лечении анемии. Свежевыжатые соки могут хорошо помочь в борьбе с анемией. С этой целью можно использовать витаминный коктейль, в состав которого входит сок граната, лимона, яблока и моркови. Обязательно в напиток нужно добавить мед. Пропорции должны быть следующими: 200 мл гранатового сока, 100 мл яблочного сока, 100 мл морковного сока, 100 мл лимонного сока и 70 грамм меда. Употреблять сок лучше начать с 2 столовых ложек, чтобы проверить реакцию организма. Если организм отзывается хорошо, то увеличивайте дозировку вплоть до полного стакана от 1 до 3 раза в день. Использовать для приготовления коктейля фабричные соки нельзя. Они обязательно должны быть свежего отжима. Когда все компоненты напитка будут готовы, их потребуется просто смешать. Полезная информация. Если какой-либо ингредиент вам не подходит, то вы можете его исключить или заменить на любой другой овощ или фрукт. Только помните, что фруктовых соков много пить нельзя из-за высокого содержания сахара. Народное лечение анемии. Чаще всего первыми симптомами анемии бывает просто слабость в организме. А именно, руки тяжело поднимать, все делается с большой тяжестью. Почти как правило, на это вначале люди не обращают особого внимания, думая, что все это только из-за погоды или временное явление. Однако погода каждый день разная, то плохая, то хорошая, а состояние человека по-прежнему оставляет желать лучшего. Чувство сильной слабости в теле является основным симптомом анемии. Необходимо срочно идти к врачу, сдавать анализ крови. Если вы узнали, что у вас анемия, пугаться не следует. Это заболевание успешно можно лечить при помощи старых проверенных народных рецептов. А именно, пить томленый сок моркови, черной редьки и свеклы. Брать следует по полстакана сока вышеперечисленных овощей, переливать в глиняную посуду и помещать в слегка подогретую духовку на 1 час. Готовый томленый сок овощей следует пить 3 раза в день по 2 столовые ложки за 20 минут до приема пищи. Точно так же, как обычное лекарство. Продолжительность такого курса лечения от 2 до 3 месяцев. Улучшение при проведении такого лечения наступает уже через 3 недели. И еще совет. Также при малокровии нужно включить в свой рацион яблоки, сок граната, грецкие орехи и гречневую кашу. Лучшие рецепты для анемии, приготовленные в домашних условиях. Гречка. Из всех продуктов растительного происхождения гречка занимает лидирующие позиции по содержанию в ней железа. Кроме того, в крупе есть целый ряд иных микроэлементов и витаминов, в которых нуждается человек. Гречку для повышения уровня гемоглобина в крови можно есть как в приготовленном виде – каша, так и в сыром виде, перемолов ее в порошок. Гранат. Гранат является ценным источником железа, но чтобы восполнить его запасы в организме, следует съедать очень много плодов. Поэтому специалисты рекомендуют каждый день просто выпивать по стакану гранатового сока. Напиток должен быть натуральным и свежим. В противном случае добиться эффекта не удастся. Его готовят с использованием зерен, перегородок и кожуры. В чистом виде такой напиток употреблять не следует. На 100 мл чистого сока граната берут 100 мл воды или морковного сока. Свекла. Кроме железа, в свекле содержатся витамины группы В и фолиевая кислота. Чтобы повысить уровень гемоглобина в крови, свеклу можно употреблять в пищу как в сыром, так и в отварном виде. Из свеклы хорошо готовить салаты, сочетая ее с другими продуктами питания. Для борьбы с анемией можно каждый день принимать по 20 мл свекольного сока. Однако, прежде чем пить его, нужно выдержать напиток в холодильнике на протяжении часа, но не менее. Морковь.
Морковь можно кушать как самостоятельный плод, так и добавлять его в различные блюда. Для борьбы с анемией рекомендуется выпивать по 2-3 стакана морковного сока в неделю. Важно готовить напиток самостоятельно, так как магазинные соки лишены пользы. Для приготовления стакана сока потребуется около полкило моркови. Шиповник. Напиток на основе плодов шиповника позволяет не только повысить иммунитет, но и способствует нормализации уровня гемоглобина в крови. Для приготовления настоя ягоды заливают кипятком и удерживают на протяжении нескольких часов в термосе. Чтобы повысить пользу напитка, перед употреблением в него добавляют мед. Мед с грецкими орехами. Смесь меда и грецких орехов позволяет повысить уровень белка в крови. Готовить полезное лакомство нужно непосредственно перед употреблением в пищу. Разовая порция составляет 2 столовых ложки. Съедает ее 1 раз в день. Сухофрукты. Курага и прочие сухофрукты являются источником железа. Причем этого полезного компонента в них гораздо больше, чем в свежих фруктах. Поэтому, если хотя бы 1 раз в день съедать по 50 грамм сухофруктов, можно привести уровень гемоглобина в норму. Для профилактики анемии рекомендуется как можно чаще включать в меню темно-зеленые и красные овощи, фрукты, ягоды, среди которых шпинат, свежая зелень, фасоль, зеленые яблоки, виноград, смородина, шиповник, гранат и клубника. Рецепт домашнего смузи из сырой свеклы. Для его приготовления потребуются следующие продукты. Свекла, как источник фолиевой кислоты, калия, натрия. Свекла прекрасно чистит кишечник, удаляя из него гнилостные бактерии. Особенно полезна свекла в сыром виде, так как содержит большое количество клетчатки. Чищенный апельсин, 4 финика, черная смородина 70 грамм, миндаль чищенный. Свеклу мелко режут, складывают в блендер, туда же добавляют орехи и финики, ягоды и апельсин без косточек. Все заливают половиной стакана воды и перемалывают в блендере. Смузи для подъема гемоглобина готов. Бутерброд «Будь здоров». Если вы болеете анемией, помимо основного лечения, советуем вам также народный рецепт. К одному из таких народных методов лечения относят следующий. Порежьте 6 зеленых яблок большого размера. Смешайте с внутренним салом. Сало возьмите 400 грамм. Поставьте данную массу в духовку. В это время вымойте 12 домашних куриных яиц. Разбейте их. Отделите желтки от белка. Разотрите эти желтки с 1 стаканом сахара и добавьте туда 400 граммов шоколада, предварительно измельчив его. Пропустите через сито яблоки с салом и полученный состав смешайте с предыдущим. Ешьте такие бутерброды с горячим молоком, когда вам захочется. За неделю возможна прибавка в весе на 1,5 или 1 килограмм. Употребляйте бутерброды до тех пор, пока не вылечите анемию и не прибавите в весе до нужной кондиции. А через месяц сделайте анализ крови. Другие народные средства. Для лечения анемии можно воспользоваться следующими рецептами. Отварная или квашеная свекла. Ее едят в чистом виде и добавляют в разные блюда. Также можно выжать из овоща сок, настоять на протяжении 3-4 часов и пить по 1/4 или 1/3 стакана 3-4 раза в день. Курс лечения составляет 3-4 недели. Сок нельзя хранить, его готовят каждый день. 100 грамм сырой измельченной моркови с добавлением масла или сметаны также можно употреблять в пищу для лечения анемии. Можно залить столовую ложку измельченных цветков топинамбура 3 стаканами кипятка. Накрывают кастрюлю полотенцем и настаивают на протяжении 8 часов, после чего процеживают и употребляют по полстакана 3-4 раза в день за 15 минут до еды. Каждый день нужно есть чеснок, что позволяет избавиться от анемии. Каждый день полезно употреблять в пищу свежие огурцы, не очищая их от кожуры. Также хорошо выпивать по стакану огуречного сока в день. Тыква полезна для лечения анемии. Ее употребляют 4-5 раз в день по 150-200 грамм. Кушать мякоть тыквы можно в сыром и отварном виде. От анемии можно избавиться с помощью молока и укропа. Заливают зелень или семена растения стаканом молока и доводят до кипения. Затем огонь убавляют и кипятят еще 10 минут. Принимают по 1/3 стакана 3 раза в день. Полезно при анемии каждый день употреблять в пищу зелень и корень сельдерея.
Также за 20 минут до еды хорошо принимать по 1-2 чайные ложки сельдереевого сока свежего отжима. От анемии отлично помогает шпинат, который добавляют в салаты. Хранить готовый салат с этим растением нельзя, так как в нем образуются ядовитые вещества. Однако цельные листья разрешается на протяжении 30 дней держать в холодильнике. Кабачки позволяют избежать развития анемии. Их едят в свежем виде, не очищая от кожуры. Первая помощь при анемии. Правильное питание при анемии позволяет избавиться от этого заболевания, повысить уровень эритроцитов и гемоглобина в крови. Продукты питания являются источниками тех витаминов и микроэлементов, дефицит которых способствует развитию анемии. Но подбирать их нужно правильно. Важно, чтобы на столе присутствовали блюда, содержащие фолиевую кислоту, железо и витамин В12. Источником витамина В12 является мясо. Предпочтение следует отдавать говядине. Рыба, морепродукты и яйца. Исходя из перечисленного списка, становится понятно, почему от анемии страдают преимущественно вегетарианцы. Чтобы подобная проблема не настигла людей, отказавшихся от животной пищи, нужно принимать витаминно-минеральные комплексы с витамином В12. Кроме того, следует употреблять в пищу продукты, являющиеся источниками железа. К ним относятся красное мясо, печень, устрицы, изюм, чечевица, сыр тофу, овсяная крупа. Однако можно сколько угодно есть продукты, богатые железом. Усваиваться оно не будет, если человек не получает витамин С. Поэтому мясные и рыбные блюда нужно заедать киви и апельсинами. Фолат также должен присутствовать в меню человека, страдающего анемией. Без фолата невозможно нормальное деление тромбоцитов. Лучшим источником этого витамина является чечевица. 3 суперпродукта от анемии. Бобовые. Они являются источником белка, который переносит гемоглобин. Эритроциты без белка не в состоянии удерживать кислород, поэтому у человека развивается анемия. Красное мясо. Оно является источником гемового железа, которое лучше всего всасывается организмом человека. Около 15-20% пойдет на пользу человека. Черная смородина. Эти ягоды являются источником витамина С, без которого железо в организме усваиваться не может. Поэтому так важно употреблять в пищу продукты, не только содержащие железо, но и аскорбиновую кислоту. В организме эти вещества соединяются в комплекс, который позволяет избавляться от анемии. Благодарю вас за просмотр. Поделитесь моим видео в социальных сетях. Будьте здоровы и заходите ко мне на канал, чтобы не пропустить новое видео.